Что за фраза «не уйду без результата»? Если ты внутри сам не веришь в то, что ты можешь стать лидером, ну ты точно не станешь. Ты ведешь жизнь бедного человека, но с деньгами. Я не шикую, как, наверное, могли бы многие подумать. Ты просыпаешься утром, у тебя определенное количество сотен миллионов долларов. Что ты чувствуешь? Да я не предполагал продавать компанию. Стремление в Европу нашего бизнеса – это правильно? Это вчерашнего дня экономика. Всем добрый день. Сегодня у нас очень интересный собеседник Борис Ложкин. Добрый день. Борис – это тот редкий пример современного бизнесмена, который начал бизнес с нуля, который довел его до высокого уровня развития, который правильно всю эту историю упаковал и в конце концов продал. Когда мы начинаем бизнес, мы планируем определенную бизнес-стратегию. В твоей бизнес-стратегии продажа твоего успешного бизнеса в определенный момент была запланирована? Мы с самого начала не ставили задачу продажи. И до почти последнего момента все равно рассматривали вариант IPO, то есть продажи части компании инвесторам, части только. Просто исходя из той конъюнктуры, которая сложилась на начало 2013 года, мы увидели для себя потолок. Мы увидели, что дальше, как бы мы ни старались, мы сможем там расти на 10%, на 15% в год. И когда там поступили, там было несколько предложений по покупке, мы не просто это решение принимали. До последнего момента я не предполагал продавать компанию. Но когда увидел цифру? Но когда мы увидели цифру, сопоставили ее с потенциалом собственного роста и с возможностью зайти в другие секторы, мы поняли, что наверное, правильно будет это предложение принять. Бизнес печатный, его достаточно сложно капитализировать. Это же дополнительный дискриминатор при продаже. Понимаешь, мы же говорим сегодня, а надо откатываться назад. Тогда давай в динамику. Одна из ошибок, кстати, которая была допущена мною, то, что я мыслил стратегически глобально, но сначала мерками издательского бизнеса. То есть я хотел быть номер один продуктом в стране, и я хотел быть номер один издательским домом в стране. И если бы мыслил чуть по-другому, к цели дошел бы своей быстрее. Нет, я эту цель реализовал, я сейчас не об этом. Но на тот момент времени надо было думать уже не про издательский бизнес, а про интернет. Мы в интернете тоже стали номер один. Но начали движение в направлении номер один в интернете позже, чем должны были бы. И это была моя ошибка. То есть слишком большая концентрация на амбиции стать номер один издательским домом. Откуда рождается это понимание у запускающегося продукта и у команды, что вы будете лидером? А ты не будешь успешным, если ты внутри не будешь амбициозным. Ключевым было то, что с самого начала я и моя команда мыслили стратегически всей страной и даже не только Украиной, а и Восточной Европой. То есть, например, теленеделю, когда мы запускали в 1994 году. В принципе, это флэгшип. Выходит теленеделя в Харькове, проходит буквально месяц, и мы садимся и прописываем те города, в которых она должна появиться в течение ближайших 2 лет. Сразу же выстраиваем цель, что теленеделя должна стать номер один изданием в Украине. Стартуя проект, вы точно предполагали, что вы должны быть номер один в своем рынке? Абсолютно точно. В стране. Представь себе, 89 год мы начинаем с сети реализации печатной продукции, там разных газет, журналов, плакатов с Ниндзи, Дольфа Лундгрена и тому подобное, которые тогда очень хорошо шли, книги о кунг-фу. На этом зарабатываем, запускаем наш первый продукт. Я тогда придумал, называлась газета АТВ, за которой выстраивались очереди через площадь Дзержинского в Харькове, сейчас это площадь Свободы. Наверное, это единственный случай, по крайней мере, в моей жизни, когда я, в принципе, видел очередь человек из 200, стоящая за газетой. Каждый раз я мыслил, что мы должны сделать продукт номер один и на максимально широкой территории. Так вот, если первые 5 лет мы работали в городе Харькове, в 1994 году, когда мы запустили теленеделю, мы сразу же мыслили ее как общенациональный лидер, продукт-лидер. Достаточно сложно планировать в начале бизнеса лидерство, но тем не менее по-другому нельзя. С одной стороны есть амбиция, с другой стороны есть вера. Вот очень многие люди на моем пути выслушивали там разные проекты, которые мы обсуждали, и качали головой, что да, это все здорово, но вряд ли у вас это получится.
Или когда мы говорили об их бизнесе, точно так же. Вот я там общаюсь с одним товарищем, он открыл, например, салон мобильных телефонов. Я говорю, слушай, ну, в моем понимании, твое будущее – это не 5 или 10 салонов через 3 года, как ты мне сейчас рассказываешь. Это самая большая сеть в Украине, а может быть, там, в бывшем Советском Союзе. Вот тогда, да, тогда я понимаю, что это серьезная и большая история. Да нет, но это невозможно, где я возьму деньги, а как вот это все построить? Конечно же, если ты внутри сам не веришь, то, что ты можешь стать лидером, ну, ты точно не станешь. То есть некоторые ставят себе цель на жизнь, а оказывается, что ее можно было реализовать за месяц. Да. Я занимался медиа в рынке, в котором практически никто не верил, что медиа может быть бизнесом. Ну, ты сам это помнишь. До сих пор не верят. Но мы все, что произошло с тобой, все воспринимают как чудо. Но мы, бизнес-чудо. Мы с самого начала просто верили, что в медиа можно зарабатывать, а другие не верили. И не зарабатывали. И не зарабатывали, а мы верили и естественно. зарабатывали. А мы верили и зарабатывали, ставили задачи. И мы пахали круглосуточно, часто без выходных, для того, чтобы этого добиться. Твой совет как человека, не просто сделавшего бизнес с нуля, а уже продавшего его и получившего реальные деньги, в том, чтобы быть амбициозным, и в том, чтобы была внутренняя вера в то, что эта амбиция будет достигнута. И эта вера должна пронизывать не только тебя, но и всю организацию. А кто носитель этой веры вот в вашей конкретной организации, в этой команде? Ты хедлайнер процесса. Я. А по-другому не бывает. То есть кто-то, это может быть там 2 человека. Ну вот, например, если говорить о теленеделе 94 года, у меня был партнер. Мы были вдвоем носителями веры. Когда его не стало, я был главным носителем веры в организации. Я познакомился заочно с твоей командой, когда ко мне в приемную в городе Запорожье, где тогда был мой бизнес, пришла довольно агрессивная дама и начала требовать на повышенных тонах лично меня. Я буду встречаться только с ним, я из «Комсомольской правды». Когда она попала ко мне все-таки в кабинет, она сказала: делайте, что хотите, не уйду, купите рекламу. И мне стало интересно, что за команда такая? Вы их как обучали, как вы их мотивировали? Что за фраза «не уйду без результата»? Бизнес не может быть без результата. Это, кстати, принципиальное отличие бизнеса от там, политической или государственной деятельности. В бизнесе у тебя результат или будет, или не будет. У тебя третьего не дано. Что вы им говорили? Мы, наверное, в конце 90-х, в начале нулевых, у меня в голове появилась цифра 1 миллиард. Я эту цифру распечатал так достаточно крупно, поставил у себя на столе, ну, как табличку. 1 миллиард долларов было написано. Ну, да, можно сказать, транспарант. И устроил вечер, куда пригласил человек 80 топ-менеджеров компании. В принципе, в УМХ работало примерно 4,5 тысячи человек так, всего. На экран вывели огромную цифру 1 миллиард долларов. И после этого я примерно следующее сказал, что, ребят, это наша цель. Мы хотим стать компанией с капитализацией в 1 миллиард долларов. Для того, чтобы стать такой компанией, нам нужно приложить сверхусилия. Нам нужно меняться каждый день. Нам нужно учиться продавать. Нам нужно быть мега-агрессивными. Только так мы добьемся этой цели. Кто-то в зале, кроме тебя, верил тогда? Сложно сейчас сказать. Кто-то точно верил. Я знаю людей, которые верили, знаю людей, которые относились скептически. Но важный момент. Я эту презентацию регулярно повторял. То есть это не единственный случай, я правильно понимаю? Нет, не единственный. Вы собирались, и все ваши цели и мотивации кружились вокруг этой темы? Абсолютно точно. То есть мы каждый раз напоминали: дорогие друзья, 1 миллиард долларов капитализация компании. Что вы конкретно сделали для того, чтобы добиться этой цели? Я правильно понимаю, что берется транспарант и интегрируется в ежедневную операционную деятельность? Абсолютно и все точно. Сверяется, все KPI и цели сверяются Абсолютно по точно. этому верхнему достижению? На самом деле, как мы действовали дальше? Мы расшили этот миллиард по составляющим, потому что у нас же были разные сегменты. Радио, издательский дом, интернет. У нас были разные географические сегменты. Украина, Россия, Казахстан, Беларусь. Мы же в этих 4 странах присутствовали. И определили, что там, например, радио там должно выйти вот на такие показатели для того, чтобы занять эту нишу, этот 1 миллиард. И каждый был мотивирован на это. Если говорить о топ-менеджменте, то топ-менеджеры были мотивированы, исходя из достижения показателя в 1 миллиард. Ну, там было поэтапное достижение этой цели, бонусы. Они получали бонусы, опционы на акции компании. И каждый сектор бизнеса, в свою очередь, расшивал это внутри. Например, издательский бизнес, он же был географически диверсифицирован по стране. И было понятно, что, например, там, город Запорожье, в котором там присутствуют там, и теленедели, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» там, и другие наши продукты, он должен выйти вот на такие-то показатели. К сожалению, мы на миллиард не вышли.
потому что 2008 год наступил. Но, кстати говоря, мы делали интересное упражнение. Году в 2010 мы экстраполировали цифры наши 9-10 года на как если бы не было 2008, не было бы девальвации. Выходили на миллиард? Близко. На миллиард не выходили, выходили очень близко. Я думаю, что мы могли претендовать на капитализацию 1 850 900 000. Создана компания, фактически это твой ребенок, потом она продается. Закончилась сделка, деньги пришли. Ты просыпаешься утром, у тебя определенное количество сотен миллионов долларов. Что ты чувствуешь? А на работу идти не нужно. И ты еще достаточно молод. Вот знаешь, не было какого-то вот такого провала, депрессии, такого ничего не было. Было ощущение, что нужно немножко отдохнуть. Было жаль, Нет. сожаление? Нет? Иногда, скорее, это не сожаление, а ностальгия. Иногда да, но сожаления нет, потому что я же осознанно принимал решение. Я вообще считаю, что не нужно жалеть. То есть нужно принимать решения, это очень важно. Легко не жалеть, когда сумма в несколько сот миллионов долларов. Неважно, какая сумма. Немножко все-таки важно. Согласен. А если бы был бы миллиард, то, возможно, и ностальгии бы не было. Или когда он был Ностальгия – это немножко другое. Это все-таки вопрос скорее возраста. Как бы там ни было, я этому бизнесу дал 25 лет. 25 То лет. есть ностальгия не по бизнесу, а по своему времени и энергии, потраченной на построение. Это фактически вся молодость была. Работал уже много. Но не жалеешь. Нет. Все, что произошло с компанией потом, никак тебя не ранит? Ранит. А, например, если бы сейчас была возможность выкупить ее за другие деньги? Не уверен. Просто очень много времени прошло. Дело в том, что тут же еще важный момент. Вот я сейчас медиа так, как тогда, уже не чувствую. Медиа как бизнес. Там же очень многие вещи изменились, тренды изменились. То есть нет? Нет. Мазепа Игорь, банкир, который делал тебе эту сделку, сказал, что в тех условиях, в которых она происходила, была достаточно токсичная бизнес-среда. И, в общем, это фактически единственный пример продажи в том рынке настолько успешно компании. Подтверди, опровергни, прокомментируй. Тут Мазепе виднее. Я же все-таки тогда был сфокусирован исключительно на своем секторе. Поэтому вот сейчас даже, я не помню, Сандора была раньше, наверное, да, сделка? Сандора была 9-й год. Да, раньше. Я просто сейчас вот уже не помню, вот 12-13 были такие интересные сделки или не было? Не было Не ничего. было, да? Были сделки недружественных поглощений. Их было достаточно много. Но как в той среде, которая была в тот момент, упаковать все и продать, и получить деньги, это нужно было иметь талант. С точки зрения то, что называется упаковкой, мы работали-то еще значительно раньше над этим. Не для продажи компании. Мы работали, откуда цифра миллиард капитализации, почему слово капитализация? Потому что мы хотели быть публичной компанией и хотели торговаться на репутабельных биржах, например, в Лондоне, и с капитализацией миллиард плюс. Так вот, мы начали структурировать компанию под будущую публичность в 2006 году, по-моему, даже в 2005 году. В 2008 году, когда мы делали листинг во Франкфурте первый раз, кстати, тогда компания была оценена в 300 миллионов, у нас был, по-моему, 2-летний аудит. Большие четверки. Еще не четверки. Четверка появилась позже. Вот когда мы готовились, мы в 2012 году на самом деле планировали выйти на IPO в Варшаву. Это был декабрь, по-моему, 2012 года. И у нас тогда уже было, по-моему, 3 года большой четверки аудита. И мы не вышли на IPO, потому что нам те мультипликаторы, которые предложили банки, показались унизительными. Тогда был такой плохой perception по отношению к украинским компаниям в Варшаве. Там, не помню, сейчас 1 или 2 компании, одна, по-моему, то ли аккумуляторная, то ли трансформаторная. Аккумуляторная. Рухнула процентов на 90, там был какой-то большой фрод, и они поэтому очень так настороженно к украинским компаниям относились. А вообще не кажется, что вот эта вся история с квотами в Европе, когда бизнесмены, например, стремятся, потеряв российский рынок, пойти в Европу, а Европа нас совсем не ждет, выставляя квоты размером в 1 рабочий день. Там Варшавская биржа, которая вроде бы говорит, что да, хорошо, мы вам рады, приходите, но тем не менее положительных примеров я практически не слышал. Вообще устремление в Европу нашего бизнеса, это правильно или, по твоему мнению, лучше двигаться в сторону Америки, например, Азии? Устремление в Европу правильно, потому что логистически мы на границе с Европой. И благодаря зоне свободной торговли, реально сейчас имеет смысл размещать производство, ориентированное на европейский рынок. Хотя у нас точно так же зона свободной торговли с Канадой. Если говорить глобально, конечно же, Азия и США – это рынки номер 1. То есть тренд туда? Тренд туда. Но для украинских компаний Европа окей.
Ну, Kernel, например, кстати, вот вполне успешный пример размещения на Варшавской Но бирже. единственный, нет? Ну, такого масштаба единственный, такого масштаба. Но там есть компании поменьше, которые тоже вполне успешны. Та же Астарта. Ну, это все компании агросектора, насколько я понимаю. В основном, да. По последней статистике я видел, что наполнение структуры бюджета процентов на 30-35 это агросектор уже. Я думаю, это будет увеличиваться. Да. То есть никакой стартап нации не получается, получается агронация. Не знаю, хорошо это или плохо, но тем не менее это так. В каком направлении нужно было бы двигаться бизнесу? Все-таки это цифра, либо это агросектор? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот эти все постройки элеваторов, все эти баржи, которые запускают и так далее, не кажется ли тебе, что это такой сырьевой пылесос, который высасывает из рынка продукцию без добавленной стоимости и экспортирует ее за крайне низкую цену? Не кажется ли, что это все плохо закончится? Ну, я надеюсь, что в результате все закончится хорошо, во-первых. Если говорить о сельском хозяйстве, то сельское хозяйство, очевидно, один из ключевых источников экспортной выручки для Украины. Соответственно, заниматься сельским хозяйством интересно. Мы этого не боимся. А чего этого бояться? Это есть и есть. Другой вопрос, какую долю сельское хозяйство должно в общем пироге составлять? Конечно же, его доля должна не увеличиваться, а скорее уменьшаться за счет той же цифры. Другой вопрос, сумеем ли мы, ну, если там уже говорить про бизнесменов украинских, да, сумеем ли мы создать такое количество продуктов, которое сможет вывести цифру на первое место в украинском экспорте. В принципе, продукция IT сейчас там 3-4 в экспорте уже. Поэтому я считаю, что шансы этого есть. То есть динамика хорошая? Динамика неплохая, но явно недостаточная. Но при этом, понимаешь, вот если, например, ты знаешь сельское хозяйство, если ты закончил сельскохозяйственный вуз, и это тебе ложится на душу, то занимайся сельским хозяйством. Даже если это там немножко вот вчерашнего дня экономика. Ты там тоже сможешь стать успешным. Более того, там тоже есть пространство для инноваций. Окей, сделай первым в Украине сельскохозяйственную компанию, в которой там будет работать в основном роботы, дроны и очень мало людей. Там цифровую сельскохозяйственную компанию. Но я сейчас, может быть, фантазирую, ну вот, например, да. И возможно, что ее капитализация будет потрясающей. Почему нет? Правильно ли я понимаю, что сейчас все-таки тем, кто хочет стартовать, нужно ориентироваться на продукт переработки? И да, и нет. Может быть, не только вторичная переработка, может быть, технологии, связанные с сельским хозяйством. Вот, например, в Украине традиционно там сильно было машиностроение раньше. Может быть, имеет смысл там вложиться в производство роботов для сельского хозяйства. В Англии, кстати, сейчас там достаточно успешно развиваются компании, которые занимаются производством роботов. Производство дронов для сельского хозяйства. У нас-то, слава богу, авиационная промышленность еще осталась, и вузы остались. То есть есть вещи, связанные с сельским хозяйством, которые при этом могут быть мультиплицированы за пределы Украины. Робот, он же и в Африке, и в Бразилии будет робот. И где можно, ну, это я так, может быть, предполагаю, да, но где можно найти там очень серьезное конкурентное преимущество. Переработка, само собой, потому что это другой уровень прибыльности. Красная ниточка на руке. Поясни. Жена привезла из Израиля. Ну, это оберег. Значение в жизни предпринимателя символов, знаков. Ты внимательно относишься к цифрам, к гороскопам, возможно? Гороскопам нет. В принципе, нет. В принципе, нет. То есть ты не заведен на эту историю? Нет. Инвестиции в детей – это Конечно. хорошая инвестиция? Это лучше. Образование, по твоему мнению? Лучше. Я считаю, Великобритания, США. То есть это что, вопрос бизнес-связи, вопрос академических знаний? Ну, первое, я считаю, что наши дети должны, у них английский должен быть родным языком, таким же, как украинский и русский. Это раз. Во-вторых, они должны получить самое качественное образование в мире, которое возможно получить. А связи это уже, ну да, это дополнительный бонус, я бы так сказал. Что заставляет тебя с утра проснуться и пойти на работу? У тебя все есть. Ты реализован во всех отраслях, у тебя деньги. Амбиция. Чего ты хочешь? Я хочу построить новую большую историю. Такую же, как и... Такую же, вряд ли, другую, но которая будет успешной. За окном у нас Лондон, центр деловой активности Европы. Ты что тут делаешь? Я ищу новые секторы для инвестиций, как в Украине, так и за пределами Украины.
Я встречаюсь с людьми из инвестбанков, из банков, из private equity компаний, и мы обсуждаем, где новые точки роста. Вот я хочу эти новые точки роста нащупать. В принципе, мне больше нравится построение вот таких больших историй, таких мини-голубых фишек, если там по украинским меркам, каково было там у МХ, в других секторах. Как я сейчас хочу построить свою деятельность? Я хочу определить несколько секторов, в которых можно построить новую большую компанию. Может быть, это будет Greenfield, может быть, это будет какой-то M&A, от чего оттолкнуться. Но построить там новый серьезный бизнес. Какой сектор, пока не могу сказать. Возможно, их будет 2 или 3. Город Лондон как проект инфраструктурный, эстетический, архитектурно, он подходит? Это твое Абсолютно. Место? Мое. Я люблю большие города. Лондон сам тебя мотивирует. Вот здесь твоя амбиция, она становится еще сильнее, динамичнее. В Лондоне, да, есть места, где ты можешь себя почувствовать пенсионером, но в принципе для меня это место силы. Так же, как Нью-Йорк, например. То есть Лондон и Нью-Йорк? Да. Тут живут деньги. Однозначно, но не только деньги, идеи и правильные люди. Правильно понимаю, что у бизнесмена важна среда? Абсолютно. И есть такой, как мне кажется, правильный глубокий вывод, что совокупный доход бизнесмена равен среднему совокупному доходу его окружения. То есть, если круг твоих друзей зарабатывает больше 20 тысяч долларов в месяц, средняя цифра, то у тебя будет такой же доход. Если ты общаешься с людьми, у которых 3 тысячи долларов в месяц, значит, твой средний доход будет такой. 3000 гривен. 3000 гривен. То есть подбирать для себя нужно не только ареал обитания, но и еще среду, которая тебя окружает, в смысле идей и мыслей. Абсолютно к этому присоединяюсь. Очень важно общаться с людьми, которые тебя мотивируют, которые сильнее тебя, которые умнее тебя. Кто для тебя такой человек? Много таких людей. Вот, например, ты. Ты многими вещами, вот, которые мы с тобой там по жизни обсуждали, меня тоже мотивировал. Самыми разными. Начиная от такого уникального подхода к маркетингу и заканчивая спортом. Отлично. А что касается спорта, как поддерживаешь себя в форме? Если есть возможность походить в горы или походить в сельской местности, то, конечно, этой возможностью пользуюсь. Если нет, то тренажер. В Лондоне на чем перемещаешься? Стараюсь пешком. Не велосипед, не метро? Я к велосипеду спокойно отношусь. Вот я люблю пешком. Или такси. В Лондоне очень удобно. Инфраструктура города потрясающая. Такси, нет никаких проблем, плюс есть Uber. Но сюда я приехал на Uber. Я правильно понимаю, что ты ведешь жизнь бедного человека, но с деньгами? Ну, наверное, все-таки не бедного. Но я не шикую, как, наверное, могли бы многие подумать. То есть ты очень рациональный человек, у тебя достаточно много ограничений. Это вопрос не ограничения, это вопрос, это вопрос необходимости. То есть вот если хочется, безусловно, там то, что хочется, нужно получить. Ты вот был у меня дома, вот я в этой квартире живу. Ну да, это крайне аскетично. Я в этой квартире живу сколько? 8 лет. И я не согласен, что аскетично. Я считаю, что это вполне приличное, качественное жилье, но... Но далеко от представлений обычных граждан, как должны жить люди, которые за такие деньги продали свой бизнес. Совершенно точно. Да. Например, на хорошие вина я деньги не жалею. Какое последнее вино великое ты пил? Ну, великие я пил все. Их-то всего 4. Ну, 5. Так. Последним Мутон Ротшильд. Если мы говорим о великих, я пью достаточно редко. Но хорошие вина я пью достаточно часто. Это какая стоимость? Ну, 100 евро плюс за бутылку. Я имею в виду не ресторанную цену, а цену закупочную. Да. Книга одна, которая изменила твою жизнь, которую ты посоветуешь предпринимателям почитать? Ну вот я сейчас заканчиваю читать, и она вот действительно меняет мировоззрение очень сильно. Это «Сапиенс». Это не про бизнес, но это больше, чем про бизнес. Хотя там и про деньги есть. Очень важная книга. В следующей передаче, вот кого бы ты посоветовал? Кто тебя максимально мотивирует? Ну, я бы с удовольствием и с Косяком бы посмотрел интервью. Достаточно проблемный парень, в смысле интервью, но я его считаю очень классным. Но я думаю, ты с ним договоришься. Именно предприниматель. Нужен Косюк. Да, нужен Косюк. За пределами того места, где мы проводим это интервью у нас в Лондоне, предлагаю немножко прогуляться, чтобы почувствовать экономический ритм этого великого города. Ты человек, который практически все реализовал в своей жизни. Какая у тебя сейчас мечта? Трек по Марсу. Так, невозможно. Что-то более приземленное. Что-то в рамках нашей планеты. Кругосветное путешествие. Лодка. Сам за штурвалом? Нет. С профессиональной командой? Да. Какое твое участие будет в момент этого перехода? Кроме направления. Рыбалка. То есть ты будешь добывать для команды рыбу, которую вы тут же будете? Да. Скажи, возможно счастье без реализованности в бизнесе? Как ты считаешь? Для
мужчины нет. Но если он бизнесмен, если он специалист, то, конечно, возможно. Но если он специалист, значит, по его специальности. Да. От тебя нужен один бизнес-совет для людей, которые нас смотрят, поэтому что бы ты им сказал, чтобы они стали сильнее, умнее и ускорились в движении к своей цели? Ничего не бояться и верить в то, что даже совершенно невообразимые вещи, в которые никто не верит, могут быть реализованы. И тогда вы их точно реализуете. Для предпринимателей, которые будут нас смотреть, важен бонус. Это может быть бизнес-консультация с твоей стороны, бизнес-ланч, это может быть стажировка. Бизнес-завтрак. С возможностью консультирования, Да, правильно понимаю? да. В Лондоне? В Киеве. В Киеве. Но если человек готов будет приехать в Лондон, можем в Лондоне. Отлично. Есть у нас также блиц. Это когда я задаю вопросы не думая, а ты также не думая очень быстро отвечаешь. Футбол или хоккей? Хоккей. Цифровые книги или на бумажном носителе? Бумажный. Лондон или Франкфурт? Лондон. Большое спасибо. Спасибо.